Добрый день, меня зовут Роман Филипенко, я являюсь техническим директором компании Time. И сегодня я бы хотел рассказать о том, как монтировать систему управления квестом. Зачастую наша электроника для квестов состоит из контроллера, их может быть от 1 до 200 штук, и шины связи. Сегодня я хотел бы рассмотреть пример монтажа одного контроллера, показал бы, как же осуществляется монтаж линии связи и подключение датчиков к контроллеру. Первое, с чего хотел бы начать, это создание линии питания и линии связи. Значит, система наша состоит из такого контроллера, с помощью которого осуществляется управление с компьютера. Вот. И к этому контроллеру подключается блок с дискретными входами и выходами. Вот. Подключены все контроллеры подключены параллельно. Вот. И, собственно, сейчас мы приступим к монтажу. Для монтажа используются два кабеля ШВП 2 на 0,75 или 2 на 1,5 и кабель КММ 2 на 0,12. Строго определенный кабель КММ 2 на 0,12. Первое, что нам необходимо сделать, это зачистить резинку, изоляцию с нашего кабеля. Здесь вы увидите два провода и оплетку. Необходимо зачистить также вот эти два провода и залудить их. После того, как мы их залудили, они не будут бахромиться, они легко встанут в зажимные клеммники. Толщина оплетки не позволяет вставить ее внутрь. Ну а если получится, то это будет некрасиво, поэтому для этого я делаю переходничок из монтажного кабеля. В качестве монтажного кабеля я использую МКТФ кабель 2 на 0,12 тоже. Вот. Он как бы удобный, красивый. В общем, с ним достаточно просто справиться. Вот. По длине кабеля отрезается МГТФ, опять же зачищается. Лудится. И отрезается аккуратная термоусадочка для того, чтобы, опять же, всякие ворсинки, медные проволоки не мешали нам. Вот, получилась вот такая вот аккуратная штучка, они все одинаковой длины практически, и мы ее вставляем в зажимной клеммник. По поводу вот этого клеммника, значит, он отвечает за связь, и поэтому у нас нужно выбрать какой провод, какой Б. Вот, и все контроллеры подключать согласно этому правилу. Допустим, выберем белый провод Б, зеленый А. Вот, поочередно вставляем клемму. Кончики необходимо будет подрезать, потому что здесь расширение идет. Поочередно вставляется, земля это центр, центральная клемма. И белый с края мы договорились. Вот. Проверяем с силой, дергаем клеммник, он плотно сел. Питание. Питание осуществляется, подача питания к контроллеру осуществляется кабелем ШВП или каким-нибудь подобным. Ну, в России зачастую все делается кабелем такого плана. Вот. В
Значит, тоже обязательно удим концы. Это нужно для того, чтобы у нас не произошло всяких коротких замыканий. И чтобы, удобство, в общем, это аккуратность всегда в дальнейшем это удобство. Отрезаем лишнее. Здесь тоже согласно схеме необходимо, есть такое негласное правило, что ГНД это темный цвет, 12 плюс это какой-то коричневый, красный там. Вот. Вставляем в клеммник. Вот. Что у нас получилось? Контроллер, у него подключено питание и связь. Вот. Прежде чем давать питание на этот контроллер, необходимо будет проверить полярность, необходимо будет проверить, что у нас действительно А это зеленый, Б это белый. И, следственно, у всех модулей должно быть такое же соответствие. Вот. Теперь с последним, допустим, этот блок последний в линии стоит, с ним все удобно, хорошо. А теперь бы я хотел показать, как делать переходы от одного блока к другому. Вот. Если у вас есть монтажный навык, то для вас это не составит труда. Для тех, кто осуществляет монтаж впервые, это такая нетривиальная задачка. Опять же, зачищаем наши кабели с двух сторон уже в этот раз. Применяем такой метод, называемый скрутка. Скручиваем синий с синим, коричневый с коричневым. Берем, смазываем это все дело и паяем. Лишнее добро отбрасываем, потому что клеммник он имеет ограниченную длину. Вот. И согласно нашему плюс к плюсу, минус к минусу. Клеммник необходимо раскрутить до конца и в него уже установить. Плотненько концы проводов. Вот. Собственно, у нас что получилось? Что вот так вот выглядит это когда присоединяется контроллер. Здесь длина проводов, конечно, будет у вас совершенно другая. Просто вот так вот это выглядит. Уже этот конец подключается к блоку питания. И, собственно, система из одного блока и одного адаптера USB вот так вот и выглядит. Линия питания для нее. Проверяем, что у нас, земля синяя, здесь земля синяя, 12 плюс, 12 плюс. Все отлично. Следовательно, мы сейчас можем подключить вот этот конец к питанию. Предварительно, конечно, опять же, оголив, залудить концы. И у нас, собственно, система включится. Вот. Но пока без нашего линии связи у нас не будет работать на компьютере ничего. То есть мы даже не будем знать, что у нас что-то работает. Вот поэтому необходимо сделать следующий шаг, это создание линии связи. Вот, опять же берем наш кабель КММ, зачищаем его с одной стороны, с другой стороны. Здесь советую вам подлиннее брать, зачищать подлиннее, чтобы потом не мучиться. Вот. Здесь также подлиннее зачищаем вот эти вот проводочки. И скручиваем их друг с другом. Опять же, зеленый к зеленому. Белый к белому. Такой кофейный. Какой-то цвет. Оплетки тоже скручиваем.
Все это смазываем обильно флюсом. Излишки отрезаем кусачками. Здесь у нас тоже вот это некрасиво. Вот, поэтому предлагаю опять же воспользоваться кабелем МГТФ, сделать некий переходничок, который легко влезет в клеммник. Двойные кабели достаточно туго идут в эти клеммники, поэтому здесь надо все аккуратненько делать, и тогда будет нормально. Берем термоусадочку, здесь, наверное, потолще нам придется взять, чтобы... Маленечко толстовато взял, но опять же это не сильно имеет значение. Обрезаем ее до длины наших двух главных проводочков. Открываем. Ну что ж, теперь на самом деле самая сложная часть — это нам засунуть в этот клеммник двойные вот эти проводочки. Поочередно, не торопясь, аккуратненько, они сюда в любом случае войдут. Ну, при условии, если все сделано аккуратно. Вот, необходимое условие, чтобы у нас вот здесь вот, ничего не пересекалось, да, не было никаких обрывков меди, да, чтобы, в общем, не было замыкания здесь. Вот, собственно, у нас теперь мы можем совместить линии связи с нашим основным контроллером и контроллером USB. Вот. Значит, собственно, система из одного контроллера, если сейчас подключить к питанию и к компьютеру посредством кабеля USB. Кабель USB советую брать вот такого вот типа, с нефритовыми вот этими штучками. Он надежнее, работает лучше и не будет никаких проблем. Вот. Если сейчас подать питание и подключить кабель к компьютеру, то у нас все будет прекрасно работать, потому что у нас линия связи есть и питание. Все. Что касается установки линии питания и линии связи, так вот это все выглядит. Спасибо за внимание.